Огнеметы, друзья. Сегодня мы с вами в этом видео поговорим про огнеметы. Я кратко расскажу вам, что нас ждет в ближайших обновлениях по этой теме, потому что они были значительно переработаны фактически с нуля. Было сделано множество интересных вещей, заложена база под будущее обновление и доработку огнеметов. Об этом я тоже чуть позже расскажу. А пока что посмотрим, что есть сейчас для ближайшего обновления, которое должно состояться сравнительно скоро, когда точно не могу сказать. Итак, все огнеметы были переработаны. Если вы сейчас зайдете в игру, в текущую версию 4.1 и посмотрите, как там работают огнеметы, то в принципе вы увидите, да, что это такой поточек огня, довольно странный в целом, в том плане, что неказистый, то есть выглядит он так ниже среднего, оставляет некие следы, и в принципе все огнеметы на данный момент в моде, которые существуют, да, у нас, они все одинаковые, абсолютно одинаковые. Хаоситы, инфернусы, тяжелые инферные огнеметы, да, маленькие огнеметы, большие огнеметы, у них отличается только дальность, при этом, в принципе, это не играет большой роли, потому что мы можем взять маленький огнемет и попробовать им форшутить. И в целом у них принцип работы одинаковый. Вот, теперь это у нас не так, теперь у нас в ближайшем обновлении будет минимум 4 вида огнеметов, а в последующем мы добавим еще не менее 2 или 3, точно пока не могу сказать, посмотрим, как пойдет. Но их станет еще больше. Что это за виды и почему это важно? Значит, огнеметы у нас будут отличаться не только дальностью стрельбы, но и принципом действия. В основном, если мы сейчас давайте с вами взглянем на обычный самый огнемет стандартный, да, вот он у нас. Это самый стандартный огнемет для нашего мода. Обычный ручной огнемет. Примерно у Астартес и у всех других фракций обычный стандартный базовый огнемет плюс-минус одинаковый. Для Ильдар и Тау в будущем мы их немножко подкорректируем, сделаем для них особые версии, но пока у всех все одинаково. Это обычный огнемет. Сейчас он у нас работает примерно вот так. В будущем обновлении, то есть, да, уже в моей версии, так сказать, она будет работать вот так. Дальность ведения огня та же самая, 25 метров, да. И он вот так вот немножечко обновленный эффект выпускает. Скорость потока огня увеличилась. Это значит, что достижение цели будет более быстрой. И следы, которые оставляет огнемет, стали чуть более такими явными и стойкими. Плюс немножко увеличился, так сказать, обхват, радиус поражения. Вот. Но при этом форшутить стало на огнеметах теперь невозможно. Это можно прямо увидеть. Так, давайте сейчас попробуем поставить что-то, через что мы можем пробовать пофоршутить. То есть, условно говоря, если мы захотим повести, так сказать, огонь через какое-то верхнее препятствие на высоте, то мы не сможем закидывать огонь куда-то далеко, да, потому что, пролетая отведенное ему расстояние, частицы огня будут у нас сгорать. То есть, условно говоря, дальше, чем 25 метров, отведенных этому огнемету, мы стрелять не сможем. Это касается теперь у нас всех огнеметов, то есть ни один огнемет не сможет делать такую вещь, как форшут на расстояние дальше, чем он может стрелять. Собственно, это решает некоторые проблемы с балансом. Ну, ведет себя этот у нас огнемет, в принципе, плюс-минус так же, как и вел себя стандартный огнемет старый. Ну, естественно, только с немного обновленным эффектом, да. То есть мы жжем, просто сжигаем врагов, они у нас сгорают. То же самое касается техники. Да, надо не забыть, надо технику поставить. Значит, паника у них будет проявляться, как и у всех, но теперь у Астартес, который уже горит, то есть они в любом случае, все враги будут отходить от источника огня, пытаться, да, чтобы не загореться. Но если у нас, условно говоря, противник уже загорелся, и он Астартес, то он сможет все равно вести ответный огонь, в отличие от обычных юнитов. То есть, условно говоря, да, Астартес у нас чуть более стойкие и могут, даже будучи уже полыхая, дать ответку. Так, давайте сейчас перезагрузим.
Что касается техники, на самом деле раньше касательно техники сказать было вообще нечего, потому что техника работала по ванильной системе сгорания. По ванильной системе это как? Вы подожгли технику, она умерла. Все. То есть любой огнемет примерно с одинаковой эффективностью уничтожал любой вид транспорта. При условии, что это был не хпшный транспорт. То есть, условно говоря, того же Костеляна с огнемета уничтожить было невозможно вообще, практически. Дредноута тем более. То есть дредноуты были просто невосприимчивы к огнеметам абсолютно, на 100%. Терминаторов и так далее, тому подобное можно было убить, но огнеметами наносился столь малый урон, что это в принципе не имело никакого смысла. Теперь это немножко постепенно отойдет в прошлое. Давайте посмотрим, что вообще у нас по технике. По дредноутам теперь урон наносится, но то есть тут нужно взять, да, во внимание, что раньше не наносился вообще, то есть это имеет роль в этом деле важную. Теперь урон огнеметом интегрирован во внутреннюю систему урона нашего мода. И теперь это комбинируется с другими системами урона, такими как плазма, нагрев от плазмы, да, нагрев от лаз-пушек и других термических орудий. То есть все термические орудия, которые носят урон термическим эффектом, они теперь могут складываться. Это и раньше, в принципе, было, да, но теперь к ним еще присоединился огнемет, который почему-то раньше у нас вообще шел по отдельной ветке нанесения урона, а теперь они все сложены. Условно говоря, если мы поджигаем технику, то она начинает гореть спустя какое-то время, да, после того, как мы довели ее до какой-то консистенции нагрева. И еще спустя какое-то время после этого у нас будет начинаться, собственно говоря, наноситься прямой урон технике. То есть мы ее нагреваем немножко. В отличие от старых систем, это хорошо тем, что, в принципе, нам не обязательно греть танк какое-то титаническое количество времени. И вот пошел дэмэдж, да, мы видим хпшечку. Обращаю ваше внимание, что это хпшечка, это не является чем-то из ряда вон выходящим. Мы теперь просто визуализируем то, какое у юнитов состояние. Сама хпшечка в моде была всегда, с самого 2017-18 года, примерно так. Теперь просто это будет отображаться, но об этом мы вам расскажем позже. На дредноутах пока не отображается, но это не суть важно. Дредноут тоже получает урон, и спустя время он сможет будет уничтожен, так сказать. Сейчас еще немножко его пожарим. Ну, естественно, да, нужно понимать, что в реалиях боя так долго жарить дредноута вы не сможете, поэтому, в принципе, дредноут все еще остается довольно таки сопротивляемым к урону огнем. Просто он теперь его не игнорирует, а в совокупности с другими видами урона огонь может стать хорошим дополнением. Ну, то есть подбежали, чуть-чуть подамажили, там потом плазмой его доработали, или наоборот, плазмой поработали, потом добежали, огнем его домариновали. Ну, собственно, он вот уже упал, думаю, этого нам хватит. Ладно, это посмотрели. В большие какие-то детали я вдаваться по механикам не буду. Давайте просто посмотрим, какие у нас еще есть интересненькие огнеметики. Ну, я думаю, понятно, да, что если мы говорим с вами о больших огнеметах, а это явно огнемет больше, да, чем он вот этот, думаю, никто спорить не будет, то они могут наносить значительно больше урон на значительно большем расстоянии. Но опять же, да, никаких форшутов. То есть дальность осталась, в принципе, та же самая, просто огонь достигает быстрее противника. Ну, опять же, да, раньше, если у нас просто бралась ванильная система, где мы, условно говоря, использовали огнеметы из Man of War оригинальной, которые были довольно таки слоупочные, но в меру, да, для Второй мировой войны, но не совсем в меру, на мой взгляд, для Вархаммера. Собственно, что мы теперь немножко подправили. Опять же, дальше, чем 40 метров, да, как я уже сказал, мы не сможем вести огонь, но зато можем очень быстро перед собой все сжечь. Очень активно и быстро. Что касается техники, то тут абсолютно то же самое.
Возможно, на некоторых компьютерах новые эффекты на самых слабых вызовут некоторый перегруз для видеокарты. Посмотрим. Если так будет, то я их чуть-чуть облегчу. В любом случае мы проведем тесты и сравним результаты. Хотя на самом деле новые эффекты по тяжести ничуть не выше старых. Просто тут подключена еще небольшая анимация самого эффекта, и это может отразиться на компьютерах со слабой видеокартой. Итак, идем дальше. Это просто тот же самый огнемет, только чуть больше, да? Соответственно, дальше стреляем, поражаем большую площадь. То же самое касается, да, у нас и остальных огнеметов. Это вот еще дальше стреляет. А, нет, стоп. Да, это все правильно. Этот еще дальше ведет огонь. Hellhound. То есть он покрывает вообще большую площадь. Ну, естественно, на Hellhound'ах у нас, как известно, установлены одни из самых крупных огнеметов в Вархаммере. Почти из самых крупных в нашем моде, естественно, есть огнемет покрупнее, так называемый Infernus, который может покрывать совсем уж титанические расстояния на титанических дистанциях. Сжигая, естественно, очень большое количество врагов. По сути, все, что мы сейчас увидели с вами, да, вот эти вот 3 вида огнемета, это то же самое, это просто обычный танковый огнемет, маленький. По сути, это тоже маленький огнемет, который был у пехотинца. А вот эти вот все огнеметы, которые мы видели, по сути, можно отнести к одному виду, просто они разные дистанции стрельбы. Давайте уже посмотрим парочку новых видов огнеметов. Что касается новых видов огнеметов, дабы немножко разнообразить геймплей и отразить тот факт, что на самом деле в Вархаммере действительно есть разные огнеметы, я добавил парочку уникальных огнеметов, и этим я не ограничусь. Например, у нас в Adeptus Mechanicus используют такие огнеметы, как всесжигатели. Собственно, я их немножко уникализировал, сделав их особенными. Чем этот огнемет особен? Во-первых, в отличие от всех остальных, этот огнемет может вести огонь по сильной дуге. То есть буквально может закидывать огонь за препятствие. Если говорить более детально, да, то мы можем, находясь за препятствиями или за холмами, или в яме, попробовать сжечь врагов при определенных обстоятельствах, которые находятся далеко от нас. Но, судя по всему, за эту штуку мы не сможем перекинуть. Давайте ее чуть пониже сделаем. А за эту спокойно. Естественно, обычным огнеметам такое недоступно. Что еще интересного в этом огнемете всесжигатель? Собственно, то, как он горит. Если вы заметили, то эффект тут такой более яркий, более красный. Он горит горячее и он горит дольше. Это значит, что мы можем этим огнеметом, буквально говоря, делать огневую завесу, которая огневую стену, если быть более, да, правильным, которая переградит врагам путь. Она будет гореть примерно в 3-4 раза дольше, чем обычный огнемет. Это, соответственно, не только может переградить врагам путь, но и нанести им больше урона, если бы они оказались в черте поражения этого огня. Ну, то есть, дольше горишь, больше получаешь урона. Логично, да? Соответственно, пока данный огнемет будет доступен только многоуважаемым механикусам, в будущем, возможно, какие-то его вариации или конкретно этот огнемет мы сможем расплодить на большее количество юнитов. Но на данном этапе этот юнит сделает механикус чуть более интересными, чуть более живыми. Так как данный огнемет действительно может найти какие-то свои применения на поле боя. И плюс придачу, кстати говоря, раньше у нас на спинное оружие Костелянов не могло крутиться, теперь оно может крутиться независимо от основного корпуса, что должно сделать самого юнита более играбельным. Итак, переходим дальше. На данном этапе последний вид огнемета у нас это хаоситский, дзинчитский огнемет. В нашем пэке он описывается как огнемет, который исторгает из себя варповое пламя,
который, в принципе, не столько поджигает врагов, сколько заставляет их мутировать, превращая их в нечто страшное и убивая их не только огнем, но и другими страшными последствиями. Собственно, мы что-то такое здесь и имеем. Данный огнемет обособлен от всех остальных огнеметов, потому что он, в принципе, имеет полностью уникальную механику и стреляет действительно не столько огнем, сколько варповым пламенем. Он не поджигает практически ничего, он заставляет это мутировать и наносит титанический урон. Под мутациями мы подразумеваем, что юниты могут в конечном счете умереть не просто как сгорев, а куда более страшными методами, при этом могут зацепить врагов, которые будут рядом, так сказать, своих соседей. Этот огнемет почти не оставляет следов на земле, то есть мы не можем сделать из него завесу, так сказать, да. Но, вот, собственно, видели, да, значит, но он наносит намного больше прямой урон юнитам. Космодесантники под его потоком могут чуть более стойко стоять. Вот, тут тоже, да, видели, сейчас была вспышка электрическая. Космодесантники под его напором могут стоять чуть более стойко, чем обычные юниты, но в свою очередь, насколько это может быть хорошо, настолько это и плохо, потому что космодесантники могут оказаться подвержены мутациям в большей степени и, соответственно, умирая, могут сотворить какие-то для своих ближайших союзников страшные вещи. Ну, собственно, да, например, вот так вот. Умер, задел двух ближайших соратников. То же самое касается, да, то есть юнит может умереть разными способами, есть 5 способов, которыми он может умереть, и 4 из них предполагают, что они нанесут какой-то урон ближайшим врагам, ближайшим союзникам. Собственно, у этого огнемета своя уникальная моделечка. Я вам ее уже показывал, так что вы ее видели. По технике плюс-минус данный огнемет работает так же, как и обычный. То есть заставляет ее перегреваться, но экипажу внутри сильно не поздоровится. И в принципе данный огнемет работает более эффективно по технике, чем обычный огнемет. Намного более эффективно, я бы сказал. Он быстрее доводит технику до состояния получения урона. Ну и в принципе на этом в целом все. По крайней мере на ближайшее время. В будущем появятся еще тяжелые огнеметы для пехоты, для девастаторов. Тау и Эльдары получат свои версии огнеметов, естественно. Ну, какие версии, да, что мы можем предполагать? У них же какие-то уникальные огнеметы, то есть, естественно, у них будут какие-то свои фишки на их огнеметах. Ну и плюс, возможно, вот эти вот имеющиеся у нас версии огнеметов размножатся, расплодятся, тоже приобретут какие-то уникальные фишки на определенных юнитах, и это, скажем, еще больше даст определенным отрядам свои изюминки, свои уникальности. Ну, я думаю, на данный момент все. Я показал вам все, что хотел, по крайней мере, по огнеметам. Следите за новостями, скоро будет еще больше новостей. Всем спасибо за внимание, пока.